Сири Акал. Приветствую вас в новом эпизоде, в котором мы вновь будем беседовать о сикхе и сикхизме. В этот раз мы поговорим про понятие сикхской практики. А именно мы поговорим с вами про Наам Симран. Когда речь заходит про понятие сикхских практик, что делает сикх, в чем заключается его духовная практика, то среди многих уже известных вставать в так называемую Амритвелу, читать Нитнем, то есть список текстов, предназначенных для ежедневного чтения. А что еще? Помимо ношения одежды, помимо каких-то внешних атрибутов, что там за практики-то есть? Люди смотрят и говорят, да, это все понятно, а в чем практика заключается? А что еще есть у вас? Конечно, сразу почти первым делом вспоминается Наам Симран. И слово «вспоминается» тоже сказано здесь не случайно, ведь Симран переводится как вспоминание или памятование. В процессе этой дискуссии мы будем следовать уже сложившемуся формату. По одну сторону мы поставим народные практики, народное понимание Наам Симрана, наиболее распространенное, и то понимание, которое чаще всего складывается у тех, кто, скажем так, спрашивает первого попавшегося сикха или находит что-то в интернете. Это одна сторона. Вторая сторона – это то, что сообщает нам сам священный сикхский текст Сири Гуру Грант Сахиб, что нам сообщают сами сикхские гуру о понятии или практике, или технике, если хотите, Наам Симрана. Мы достаем эти две стороны. Я вам говорю об одной и о другой. А вы, как слушатель, как зритель, сами замеряете расстояние. То есть расстояние, оно от одного до другого представления, оно такое или такое. Если вы практикуете Наам Симран, или так выяснится, что вы на самом деле его все это время практиковали, но не знали, вы сможете оценить, вы больше делаете что-то похожее на это, либо на это, и сами можете оценить расстояние от этих двух подходов, вынести свой вердикт, поделиться этим вердиктом, даже если хотите. А я вам просто попробую проиллюстрировать эти две стороны. Начнем по порядку. Наам Симран в народном распространенном представлении. В народном представлении, в наиболее широко известном представлении и в наиболее распространенном практикуемом виде Наам Симран в общем и целом представляет собой повторение одного и того же слова или сочетания слов в течение какого-то отрезка времени. Пример. Человек просыпается рано утром, садится, закрывает глаза и повторяет Вахигуру, Вахигуру, Вахигуру. Человек может делать такую практику самостоятельно, может делать это в присутствии сангата, на собрании, то есть посетив гурудвару под голос парчарака, то есть проповедника или исполняющего киртан, который задает тон или ритм, состояние, и начинает.
Вахингуру. И ему отвечают. Вахингуру. Весь зал, весь сангат ему отвечает. Вместо вахингуру может быть и другое слово или сочетание слов. Может быть Рам, но вы вряд ли услышите Рам. Чаще вы услышите Вахингуру. Может быть еще какое-то слово, но чаще всего, наверное, 80, 70, 90% это Вахигуру. То есть это похоже очень сильно на то, что называют в мире санатанадхармы джапа, чантинг. Чантинг это уже переводят, джапу переводят на английский язык как чантинг, как повторение, рецитация, да? Повторение. А симран, вот это памятование, заключается в том, что человек в этот момент помнит о Боге. Если используется слово вахигуру, то имеется в виду неописуемый гуру, удивительный гуру. Есть еще очень интересные трактовки этого слова от некоторых сикхских историков, светлых умов. Тот, кто ведет нас от тьмы к свету, великий просветитель, великая, скажем, такая духовная эволюционная сила, которую человек в себе приветствует. Вариации техники, какие-то особые детали или акцентуации здесь могут зависеть непосредственно от того, кто человеку объяснял, если объяснял этот нам симран. То есть в зависимости от наставника, если таковой есть, техники, акценты, вариации могут меняться, могут быть какие-то детали, какие-то настройки специальные и прочее. Ну, в мире кундалини-йоги, например, настройкой являются крии, упражнения кундалини-йоги, а порой нам симран как раз таки совершается путем медитации. Например, в традиции кундалини-йоги школы Йоги Баджана есть медитация, когда человек как бы вдыхает животом, произносит вахи, живот вахи произносит, гуру выдыхает в лоб, произносит. Ну, это тоже вариация народного такого распространенного нам симрана, как техники. Такая техника тоже есть, да, есть разные техники. В общем-то, это все, что об этом стоит сказать. То есть, когда мы говорим про народные практики, плюс-минус в целом это вот это. Тут не запутаешься. Сел, повторяешь вахи-гуру, одно слово, смысл понятен, концентрируешься, закрыв глаза, произносишь. Вот. Ничего вроде сложного здесь нету. Достаточно понятно. А что же находится по другую сторону в Гурбане? Что говорит Гурбани о нам симране? Что мы можем извлечь оттуда? В Гурбане дается следующее определение симрана. Есть соответствующие строки в стиле Гуру Грант Сахиб. Я думаю, что я их приложу. В этих строках повествуется о примере, когда птица флорикан покидает гнездо со своими птенцами, гнездо, и как бы улетает из гнезда за тем, чтобы найти пищу этим птенцам, чтобы они могли покушать. И силой этого памятования о птенцах птица преодолевает невзгоды, преодолевает непогоду,
конкуренцию за еду, да, опасности, старается добыть пищу для своих птенцов. Все это время птица совершает нам симран. Да, если нам это говинд, да, кормилец, да. Нам это имя, а имя связано с добродетелью, да. Можно сказать, что птица совершает нам симран имени Гобинда, кормилец. Она возвращается и кормит птенцов. Да. И силой этого памятования осуществляется весь процесс. Силой памятования о птенцах. Как и в гнезде, так и на всех фазах. Что мы можем почерпнуть из этого? Мы можем почерпнуть из этого следующее. Нам симран – это процесс, отправной точкой которого может являться чантинг, повторение, рецитация джапа. Может не являться, может это молча происходить, да? Может вслух, может в компании людей, может без людей. Это процесс, который начинается с вспоминания божественного атрибута, чтобы этот божественный атрибут в себе воплотить, чтобы его проявить. Может возникнуть такой вопрос. Вот есть слово, например, Раам, Рамея, всепронизывающий, или Антар-Джами, знающий изнутри. Да, есть Вахигуру, понятно, есть и другие имена, атрибуты. Вот как вы реализуете Рамея, или Рам, или Антар-Джами? Что, совать нос будете в чужие дела? Что-то кто там. Это знать все обо всем. Рам, Рамея, Антар-Джами еще. Антар, да, внутренний. Джами, знающий. Путем медитации на Антар-Джами, на того, кто воспринимает всех изнутри себя, пребывая всем, путем медитации на это, путем памятования об этом, в том числе во внерабочие часы, да, строго отведенного времени под практику, путем такого вспоминания, путем проживания этого, в человеке может возникнуть определенный новый тип восприимчивости, более объемный, из которого может начать выстраиваться особо чуткий тип активности. Активности внутренней и активности внешней. Такой тип активности, который сопровождается большей тонкой информированностью. Большей информированностью, если хотите, на эмпатическом, на интуитивном, на сенсорном, на подсознательном уровнях. Когда человек буравил в себе этот атрибут, да, то у него возникает особого рода чувствительность, особого рода восприимчивость. И вот этот свет, знаете, как еще говорят, да, сурат, шабд, йога, да, сурат — это сознание, да, свет сознания. Такой. Получается, вот свет, да, он возникает, исходя из восприимчивости, да. Свет, он связан с освещением, с тем, чтобы что-то воспринять, осветить, проявить. Да? Получается, что так. И реализуя Рам, да, или Рамея, человек становится гораздо более чутким в своей регулярной активности. То есть он действует из учета большего количества факторов, если хотите.
Ну, может быть, на логическом уровне, может быть, на интуитивном уровне, да, но человек, тем не менее, вот этот компонент для себя раскрывает путем вичара. Вичар – это самоисследование. Вот. Такой получается нам Симран. Например, то же самое с Нирбхау. У нас есть Мул-Мантар, фундаментальное наставление Эконкар Сатанам Каратапурак Нирбхау Нирвейр Акал Мурат Аджуни Сейпхонг Пурпрасад было Нирбхау, да, бесстрашие. Вот есть же бесстрашие вполне себе мирское. Вот. Человек готов принять участие в конфликте и испытывать бесстрашие за определенную сумму денег. В реалити-шоу определенном сняться, съесть тараканов, до там с кем-то подраться, до военных действий. Да, вот. Если очень много денег, то бесстрашие рождается. Меньше денег, меньше награды, меньше бесстрашия. Это относительное бесстрашие, да, которое мотивировано мирскими факторами. А духовное бесстрашие, оно произрастает из некоторых абсолютных ценностей, которые в человеке способны активировать абсолютное бесстрашие, которое не варьируется в зависимости от мирской награды. Да. Путем исследования атрибута Нирбхау человек прорабатывает в себе это качество, чтобы воплотить его. То есть Наам Симран по отношению к Нирбхау, даже если повторять Нирбхау, да, чтобы вот кристаллизовать в своем ДНК это слово, эту вибрацию, да. Конечная точка заключается в том, чтобы реализовать этот атрибут в своей сути, в своей чистоте. Вот в чем заключается Наам Симран. В том, чтобы вспомнить себя высшей реальностью. В этом как раз таки в том числе заключается вот этот выход за пределы хоума, эгоистической самососредоточенности, перехода от «я» к «ты». Пытаюсь вспомнить эту строчку. Нанак Ниргун Гункаре Гунбантия Гундей. Также было Сабхгун Тере Ме Нахикуи. Да, все атрибуты добродетели нам, в том числе, принадлежат тебе, а вовсе не мне. Что это означает? Помимо просто такой с виду смиренной фразы. В духовном смысле это означает, что мы переходим к тому измерению качества, которое принадлежит божественности, а не нам. То есть тому измерению качества, которое мотивировано абсолютными ценностями и чем-то безотносительным. Если выражаться очень понятным языком, да, насколько это получается. То есть атрибут, больше принадлежащий тому миру, а не этому, чтобы его реализовать. Мы смотрим на примеры сикхских гуру и видим это. Вот нечто такое я хотел вам сказать вкратце про Наам Симран. Теперь вы можете оценить, какой Наам Симран практикуется, какой практиковали вы или не практиковали, и какой Наам Симран описал вам я, и какое здесь расстояние пролегает. Такое. Ну, можете, если хотите, поделиться тоже, если у вас будет такой вот опыт. Хотя это могут быть очень личные переживания, так что я вас, как сказать, я не настаиваю ни в коем случае на этом. Просто хотел для вас осветить и такой ракурс здесь. Я поделюсь своим выводом. Я хочу сказать, что не каждый народный Наам Симран является Наам Симраном из Гурбани. Далеко не каждый проповедник или парчарак сикхский, он рассказывает об этом. Редко, когда звучит что-то вроде Амрит Велей, Наам Симран Карна, да, и вот разных вот этих вот штучек. Если мы посмотрим на историю и подумаем, какой Наам Симран нужен нашей жизни, нужен этому миру, мы можем прийти к своему какому-то выводу на этот счет. При том, что просто обычные повторения, джапа,
хоть сейчас и многие уважаемые мной сикхи тоже они нападают на обычную джапу, к которой все привыкли. Некоторые мои друзья и знакомые тоже считают, что я сам нападаю на нее, но я на нее не нападаю. На обычную джапу. Вот опять эта джапа, надо все понимать, надо туда-сюда, да. Вот, ну, тут вы понимаете, тут нужна какая-то вот энергия, понимание, все нужно. Бывает, оказывается, очень позитивный эффект на человека, просто за счет повторения. Возникает такой целительный вакуум в сознании путем, например, повторения вахи-гуру. Возникает состояние, которое способствует особого рода тоже проницательной, такой особой восприимчивой активности, которая помогает человеку в жизни. То есть человек попадает в определенный внутренний поток, когда встраивается. Тоже хорошо, тоже дело полезное. Но мне хотелось бы в этом видео немножко углубить понятие Намсимрана. Я надеюсь, что у меня получилось это для вас сделать. Так что вот так. Сат Сири Акар. कवन चुगा